Сегодня принимаем с вами квартиру в Метро Арт в 9-м этапе. Давайте перед тем, как пойдем в квартиру, я вам покажу, из чего строится вообще приемка квартиры, на что обращать внимание. Ну и, в принципе, посмотрим, как Виктория Дом построила этот дом. Вернее, виконавцы, которых она наняла, да, а не сама Виктория Дом. Я хочу вам показать этот милейший, совершенно великолепный палисадничек, внутренний дворик, который здесь Виктория Дом устроила. Понятно, что будет еще какое-то улучшение, скорее всего, все сорнячки будут собраны, но есть зона, где можно позагорать, где можно посидеть, отдохнуть. Но больше всего, что меня прям поразило, это теплица. Она открывается. Там пока растут сорнячки мы кушать не будем. Я не знаю, кто за этим будет ухаживать и какая зеленушка тут будет расти, но будет прикольно, если детям что-нибудь посадят, насыпят торфа, посадят какие-нибудь морковки или что-то, они тут будут прекрасно, просто прекрасно расти. Шикарная, мне кажется, идея, при условии, что мы с вами находимся в 15 минутах езды от центра города. Ну, а теперь давайте пойдем внутрь и посмотрим, что нам приготовила Виктория Дом, конкретно в 9-м этапе. Прежде всего, перед тем, как мы зайдем в квартиру, я вам хочу рассказать про ключи, которые мы получаем от девелопера. От девелопера мы получаем 2 комплекта ключей. Первые ключи постоянные, вместе с личинкой для этого ключа. Мы его вставим после того, когда у нас будет готов полностью ремонт. Для того, чтобы дальше не мучиться с замками, а двери тут стоят хорошие, качественные, железные, дорогие, чтобы потом не тратиться, как мы, вот, например, в наших странах это делаем, когда меняем полностью весь замок, то здесь все очень грамотно продумано. Мы сначала с вами получаем такой рабочий ключик, который служит для того, чтобы его в результате сменили. Его используем мы, когда заходим, мы используем девелопер, когда заходит до момента окончания полностью мешкания. Его используют ваши строители, которые вам будут делать ремонт. Поэтому совершенно безопасно можно этот ключик, первый полученный от девелопера, использовать, отдавать. Ничего не случится с вашей квартирой. И после того, как вы уже заедете окончательно, когда вы поменяете на другой ключ, никто не сможет зайти в вашу квартиру по старому ключу. Итак, мы с вами тут в квартире внутри. Эту квартиру клиент покупал двухкомнатную. И давайте по порядку и начнем с того, что мы здесь видим. Вообще, в каком состоянии девелопер сдает новостройки. Итак, в Польше новостройки сдаются в состоянии следующем. На стенах мы с вами видим уже черновую шпаклевку. И тут остается только маленький слой чистовой финишной шпаклевки. Я очень советую всегда делать финишную шпаклевку, потому что если вы такие стены, какие бы вам они ни казались идеально ровные, покрасите краской, то все нюансы будут видны. Вот такие, как я сейчас попыталась стереть, но, естественно, не стерла. В любом случае здесь есть царапины, в любом случае здесь есть какие-то вещи, которые желательно закрывать. Что еще мы на стенах видим? Почему нужна финишная шпаклевка? Тут есть специальные швы. Сейчас есть такая технология, она обязательная технология, она связана с усадкой дома. По всем новостройкам делаются швы, то есть соединяются плиты и оставляют внутри пространство. Для того, чтобы ваши стены, когда вы сделали ремонт, не пошли трещинами в непонятных местах. То есть эти швы, они подразумевают, что если дом будет усаживаться, то этот шов сохранит ваши стены и не пойдут произвольные трещины. Для того, чтобы эти швы работали, и вы будете подписывать у девелопера, скажем, такой лист ознакомительный, что вы знакомы с правилами шпаклевки таких швов, и что вы обязуетесь сделать так, как рекомендует девелопер, а девелопер рекомендует использовать финишную шпаклевку, только эластичную. Есть разные виды финишных шпаклевок, и для таких домов подходят только эластичные, которые будут также вместе с этими швами ездить, но при этом вы ничего не увидите с внешней стороны. Поэтому используем только эластичные шпаклевки. Следующее, что мы смотрим, это мы смотрим половое покрытие. Значит,
Обратите внимание, что пол уже залит, но тут надо проверять каждого девелопера, каждого застройщика, как он заливает. В массе своей полы заливаются очень-очень тонким слоем. С одной стороны, это неплохо, но с другой стороны, есть проблема в углах. Почему? Значит, под заливкой есть еще несколько слоев пенопласта, либо другого материала, на который идет заливка. И его очень часто застройщики ленятся или просто безалаберно делают, его не докладывают в углах. И когда приходят строители ремонт нам делать, то вот нередки случаи, мы встречали где-то 50 на 50, когда в углах начинает сыпаться стяжка. Для того, чтобы сразу девелоперу написать о каких-то пустерках, то есть о каких-то проблемах, которые он обязан в рамках договора исправить, необходимо, когда вы принимаете квартиру, простукать эти углы. Если там чего-то не доложили, если там очень тонкий слой, то здесь сразу пойдет либо трещина, они просто начнут рассыпаться, просто углы будут рассыпаны. Так надо пройти каждый угол, причем каждый угол вы проходите не только в комнатах, но обязательно в ванной комнате. Почему? Потому что вне зависимости от того, что вы там будете делать еще гидроизоляцию, будете заливать пол, в любом случае вы сэкономите себе деньги, а вы девелоперу уже заплатили за то, чтобы у вас здесь было в том состоянии, чтобы не потратили лишние деньги, то есть первая заливка, да, чтобы они переделали, а не вы за свой счет. Следующее, на что мы обращаем внимание, это мы обращаем внимание на наши розетки. В Польше сдаются новостройки всегда с уже установленным электричеством. Что вам обязательно, и я очень советую сразу забирать у девелопера, вернее, у застройщика, да, то есть у виконавца, это схему электрических проводов. Почему? Потому что, скорее всего, вы захотите повесить кухню до потолка. Или в ванной вы захотите повесить, перевести, например, свет выше. А вы даже не знаете, откуда у вас идут провода. Снизу вверх, сверху вниз. То есть для того, чтобы, не дай бог, не обесточить себя полностью, надо понимать, где у вас идут провода, потому что не всегда у вас дома находится тот датчик, который показывает, что там в стене находится. Это достаточно дорогое удовольствие, такой датчик иметь дома. Поэтому обращайте внимание. Еще очень желательно, когда вы принимаете квартиру, иметь в принципе план, а у вас на плане написано, где у вас ориентировочно должна стоять мебель. Обычно все жюты делаются с приблизительной планировкой, где чего должно стоять. Исходя из этой планировки, исходя из того, что там нарисовал девелопер, у вас выведены розетки, выключатели и так далее. Проверьте, что они выведены там, где есть. Обычно девелоперы хорошо планируют такую гармонию расстановки мебели в квартире. Если вы ее хотите поменять, это одно дело. А если вы купили квартиру под инвестиции, хотите оставить так, как есть, это неплохой вариант. Поэтому посмотрите, чтобы все розетки у вас были выведены правильно. И свет на потолке. В Польше, если это аннекс-кухня, то есть гостиная вместе с кухней, то выводятся всегда минимум 2 точки, в зависимости от размера этого помещения. Первая точка всегда над рабочей зоной, и вторая точка там, где девелопер планировал стол. Но вот конкретно в этой планировке, скорее всего, там, где вывел девелопер, нам не понадобится, нам придется переместить, либо добавить еще одну сюда, потому что, скорее всего, где-то стол будет в этой части. Там девелопер вывел место под телевизор и под диван. То есть если чего-то не хватает, но тут волей-неволей придется протягивать еще, кидать еще одну точку, да, еще один шнур для того, чтобы вывести лампу. Теперь переходим к ванной. С одной стороны, девелопер за нас подумал, где у нас там будет что расположено, но с другой стороны, в 90% случаев вам придется там все менять. Это не значит, что вы будете менять местами, где находится унитаз, где находится ванна. Это достаточно дорого. Ну и, если честно, никто вам этого не позволит, потому что это есть зависимость всего стояка. Но какие-то минимальные вещи нужно заранее подумать. Например, нужно заранее подумать, вот здесь у нас с левой стороны по плану девелопера должна быть ванна. Но стенка, которая там внутри,
она слишком короткая для ванны. То есть надо будет чаще всего, да, мы либо уменьшаем этот проем, потому что в ванну такой гигантский проем не нужен, либо придвигаем стенки. Короче, здесь всегда нужно играть и думать об этом обязательно заранее. Все точки вывода обязательно заранее. Где у вас будет унитаз и как он будет замонтирован, думаем заранее. Это крайне важно. Ну а если говорить о том, что нам вывел девелопер, то стандартно он выводит две точки вводные на ванну или душ и на раковину и выводит унитаз. Обычно под полотенцесушителем ставят сейчас вывод под стиральную машину. Насколько это правильно, но тут вопрос. С полотенцесушителями та же история. Можем оставлять, можем менять. Мы в последнее время для того, чтобы поднять, скажем, ценность и цену квартиры, мы меняем все батареи, все полотенцесушители на более современные, на более новые, тем более они стоят очень незначительных денег. И про гжельники, про батареи надо рассказать отдельно. Смотрим на вот этот гробик. Это не просто гробик, это батарея, которая не такая уж дешевая по сравнению с модными и современными. Но, видимо, не знаю, у кого-то свой бизнес или что-то, но упорно Виктория Дом строит дома с этими гробиками, которые, естественно, каждый, кто приходит, владелец, делает ремонт, их демонтирует и меняет на что-то свое. С одной стороны, у него огромная мощность. Он может обогреть, на самом деле, всю квартиру. Но он неудобен, он очень гжельник, поэтому он, да, батарея по-нашему, очень широка, она неудобна, и из-за того, что она очень мощная, когда здесь будет стоять диван, тут просто не будет невозможно находиться. Поэтому мы всегда меняем. Мы никогда не оставляем. Я знаю, что все наши клиенты все всегда меняют. Все мои знакомые все всегда меняют. Можно даже продать. Не так. То есть вы не останетесь без денег, их можно продать. Конечно, не за ту цену, за которую они стоят. Бывает так, что если это такая половинчатая батарея, а бывает, что Виктория Дом устанавливает до потолка вот такую широченную батарею под 100 килограмм, и ты ее рад отдать совершенно бесплатно. Главное, чтобы вывезли, а ты не таскал эту тяжесть. Поэтому хотите — оставляете, хотите — не оставляете. Они новые, хорошо греют, все замечательно. Правда, за отопление заплатите немного больше, чем за стандартные батареи. Но для такой квартиры, как эта, такой обогреватель, он совершенно лишний, не нужен, он слишком мощный. Еще один стандарт, который есть в новых домах, построенных здесь у нас в Польше, это обязательные приточки воздуха с улицы. То есть это раз приточка, чтобы у нас здесь с вами не росла плесень, и приточка на окнах, это вообще везде стандарт. Я думаю, что вы прекрасно знаете, что это такое. Для того, чтобы не открывать окна, просто эта часть работает как батарея. У некоторых девелоперов они ставят окна, это все так замонтировано красиво. Ну вот в данном случае подешевле окна стоят, и здесь они выпирают сюда вперед немножко. Но это ничего страшного, они прекрасно работают. Мы уже неоднократно с такими жили, сдавали и просушивали даже целые ремонты. Перед тем, как вам показать, как выглядит балкон в этой новостройке, я хочу обратить ваше внимание на форму спальни. Вы, когда покупаете квартиру, видите планировку, понятно, что у девелоперов видите только планировку, только жут, да, квартиры, и не понимаете, как это будет выглядеть. Просто вот по нашему опыту никогда не берите пенальную спальню. Возьмете пенальную спальню, вы обесцените свою квартиру максимально, как только возможно, потому что вы никогда ее не оборудуете хорошо, качественно и, как вам сказать, уютно. То есть если мы берем квартиру, спальня должна быть квадратной, либо прям чуть-чуть вытянутой, но ни в коем случае она не должна быть пенальной формы, так, чтобы у вас вот так заканчивалось там, от стены до стены расстояние. Так ни в коем случае никогда не делайте. Здесь идеальная спальня, здесь можно сделать все. Единственное, что перенести обогреватель, а дальше идеально шкаф, идеально 1,40 м кровать, и все тут будет замечательно. То есть обыграть ее можно максимально эффектно и дорого. Обращайте всегда на это внимание. Ну и хочу вам показать совершенно классный, совершенно балкон. Обожаю балконы, которые выходят все комнаты на балкон. Это нечастое явление.
Но очень удобно, когда те, кто находится в кухне-гостиной, могут выйти, и те, кто в спальне, могут всегда выйти. Очень удобно. Здесь прекрасное расположение. Часто, очень, и обращайте на это внимание, девелоперы делают на полу, на балконах просто заливку. Это не очень дорогое удовольствие, и поэтому оно часто используется. Но если вы увидите плитку, то плитка это гораздо дороже смотрится и дороже для девелопера. Это круче. Поэтому спросите, что у вас будет на балконе. Это важно. С плиткой легче потом будет обходиться. Есть еще такое, когда девелопер сдает, например, очень дорогую какой-нибудь апартаментовец, дорогую недвижимость и делает деревянный настил. Он самый неэффективный, он самый плохой в обслуживании, и с ним вы намучаетесь. Поэтому, если есть возможность выбрать плитку-заливку, то лучше плитку-заливку, чем какое-то деревянное покрытие, даже если оно изначально очень дорогое. И давайте подведем итог к тому, что я вам сегодня показала. Итак, первое. Все, что касается приемки квартиры, проверяем в обязательном порядке состояние стен, состояние пола, розетки, что они находятся в том месте, в котором у вас был на плане. Дальше. Обязательно проверяем, что у нас с окнами. Забыла вам показать, но сейчас акцентирую ваше внимание. Пожалуйста, проверяйте, что у вас окна нормально открываются, не зависают. Это входит в обязательство девелопера вам сдать окна, которые будут нормальные, не поддуваться, ничего с ними, чтобы не случилось. Что важно еще отметить? Кроме того, что вы, когда вы принимаете квартиру, предположим, вы нашли какие-то проблемы в этой квартире, не знаю, обсыпался пол. Девелопер обязан максимум в месяц, а вообще-то в 2 недели устранить все неполадки. Некоторые девелоперы для того, чтобы не растягивать процесс вот этого вот устранения неполадок жильцов в их квартирах, сейчас делает не просто отбюр, не сразу передачу ключей и дальше уже сглашение всевозможных проблем, а сначала делает предотбюр. И послезавтра мы будем принимать такие 2 квартиры, и я вам покажу, как это вообще технически выглядит, и что мы делаем на предотбюре. То есть это еще до момента, как вам передадут ключи, и вы можете делать какой-то ремонт в квартире. Ну а что касается этой квартиры, эту квартиру мы сегодня получили, ключи от нее получили, дальше будет решение за собственником, делаем мы там ремонт, не делаем, продаем, не продаем. А о том, что мы будем дальше делать и о ремонте, будем рассказывать в следующих видео.